Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Обильные осадки отрезали от транспортного сообщения 9 населенных пунктов в Тернейском округе Приморья. Ранее Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что циклон принес почти трехмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в поселок Терней Приморского края, где выпало 121 мм осадков при месячной норме 44 мм. Из-за прошедших обильных осадков на территории Тернейского округа произошел подъем уровня воды в реке Серебрянка. Из-за переливов на 3 участках автодорог краевого значения отрезаны 9 населенных пунктов: Малая Кёма, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Акзу, Перетычоха, говорится в сообщении. Уточняется, что из-за разлива реки затопило и 8 придомовых участков в поселке Терней. Работы по восстановлению проездов запланированы после спада уровня воды. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами дождь. На трассе Спасск-Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в поселке Кавалерово и Пластун, а также автобусные из Владивостока в поселке Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на 3 участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья, сообщали власти. Сильный ураган прошелся по Сибири, ветер повалил деревья и сорвал крыши домов. Есть пострадавшие. От стихии пострадали города Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. В населенных пунктах наблюдаются проблемы с электричеством. В Кемерове повалило деревья, ураган сносит не только мусорные баки, но и остановки. На Кузнецком мосту встал трамвай из-за поваленного дерева на линию электропередач. На улице Баумана сорвало крышу здания. В Новокузнецке для устранения последствий непогоды создан оперативный штаб. В городе разрушены крыши, повалены деревья, оборваны линии электропередач, перевернуты остановки и мусорные контейнеры. Также частично повреждены ЛЭП в Гурьевском районе. Аварийные службы уже начали восстанавливать электроснабжение. В Междуреченске введен режим повышенной готовности. На трассе Кемерово-Новокузнецк порывами ветра сдуло «Газель». Кемеровский гидромедцентр предупреждает об усилении ветра до ураганных значений до 33-35 метров в секунду. Непогода будет сохраняться весь день. Кемеровчанам стоит держаться подальше от шатких конструкций. Автомобили лучше не парковать возле деревьев. На Сахалине идут сильные ливни. Из-за них местные реки вышли из берегов и затопили города и поселки острова. На этих кадрах затопило Долинск. Также произошел сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона в субботу на дороге Невельск-Холмск. В Анивском районе ввели режим повышенной готовности из-за циклона. Мэрия Южно-Сахалинска со ссылкой на синоптиков сообщала, что в эти выходные ожидался резкий подъем уровня воды в реках на 1-2 метра на крайнем юге Сахалина с дальнейшим выходом на пойму. Тропические ливни вызвали наводнение в Доминикане. Там затопило Санто-Доминго. Также сильно пострадали провинции Дуарте и Самана. Затоплены сотни домов.
Тысячи людей эвакуированы. По улицам городов жителям приходится перемещаться по пояс в воде. Почти во всех регионах Доминиканской Республики объявлена тревога. Под ударом стихии могут оказаться и другие провинции. Сильные дожди вызывают оползни и наводнения. Серьезные наводнения продолжаются в муниципалитете Бенту-Гонсалвес в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, сильные потоки воды с легкостью уносят автомобили. Размыты дороги и мосты, власти ввели экстренное положение. Также сильные дожди накрыли Ямайку и привели к серьезным наводнениям в Кингстоне. Затоплены десятки улиц, под водой оказались автомобили и нижние этажи зданий. Взрывной выброс вулкана Попокатепетль запечатлен в Сан-Матиас-Тлаланкалёка в штате Пуэбло, в Мексике. Вулкан Попокатепетль в Мексике извергся ранее на этой неделе, выбросив вулканический пепел, который поднялся в небо на высоту более 6 километров. Также произошел выброс вулканического газа и водяного пара, что создает потенциальную угрозу для прилегающих территорий. Мексиканские власти отслеживают активность стратовулкана. Хотя извержение вулкана в Мексике не является крупным, местные власти готовятся к эвакуации жителей районов вокруг вулкана в случае усиления его активности. Попокатепетль является одним из самых активных вулканов Мексики. Попокатепетль в настоящее время находится под желтым уровнем тревоги. Это означает, что Национальный центр Мексики по предотвращению стихийных бедствий находится в состоянии повышенной готовности и готовится к возможной эвакуации в случае усиления вулканической активности. Попокатепетль, что означает в переводе «дымящаяся гора», представляет собой действующий стратовулкан и второй по активности вулкан в Мексике. По данным Музея естественной истории, с точки зрения угрозы извержения вулкана и потенциальной опасности для населения, вулкан Попокатепетль занимает первое место в Мексике и Северной Америке. На протяжении веков мексиканский вулкан неоднократно извергался. Он расположен в 70 километрах к юго-востоку от Мехико, что является свидетельством его относительной близости к густонаселенным центрам. По данным глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, Попокатепетль активно извергается с 8 ноября. Извержение сопровождалось выбросами шлейфов пара, газа и пепла. В последнее время не было никаких упоминаний о значительном количестве лавы из вулкана в Мексике. Однако возможность скорого крупного извержения пока не исключена. Сегодня зафиксирована взрывная активность вулкана Дукона на острове Хальмахера, являющемся крупнейшим в архипелаге Малукских островов в Индонезии. Утром в воскресенье вулкан выбросил столб пепла высотой не менее 2600 метров, направлявшийся на восток и северо-восток архипелага. Дукона является активным вулканом. Расположен на стыке Тихоокеанской и Австралийской литосферных плит. Высота над уровнем моря – 1335 метров. На вершине имеется 7 кратеров. Активный кратер имеет размеры 700 на 570 метров. Зафиксированы крупные извержения в 1719, 1868 и 1901 годах. С 1933 года непрерывно извергается до настоящего времени. В деревне Диноза в Черногории растет старое тутовое дерево, которому около 150 лет. Это дерево периодически поливает водой окрестности с 1990-х годов. Весь секрет в том, что близко к поверхности расположены грунтовые воды, и после сильных дождей они устремляются по полому стволу вверх
и выходят через дупло. Спасибо за просмотр.